Всем привет! Рассмотрим один из методов создания текстур. Итак, у меня есть плоскость, и я хочу, чтобы это был пол. Идем на вкладку создания материалов и создадим новый материал, который так и назовем Floor. Далее мы накинем какую-нибудь текстуру, Image. Я нашел в интернете такую текстуру, и вот ее сейчас подсоединим к цвету. Что-то получилось, но как видим, она вся растянута, и это самое. Давайте накинем Scale. Однако ничего не изменилось, поэтому для начала эта модель плоскость еще не развернута, поэтому сделаем развертку. Перейдем в этот Edit Mode, Unwrap. Сделаем Unwrap. Теперь перейдем в UV Editor, выделим все и давайте растянем ее вот так вот. Сразу видим, как у нас меняется текстура. Это мы растянули таким образом. Можно ее покрутить, поводить. В общем-то, как-то так. Такое положение меня устраивает. Но теперь я хочу сделать все как положено. Поэтому я перехожу сюда на свойства объекта, иду на Object Data, идем на UV Maps и создаем новый UV Map. Естественно, можно переименовать. Теперь, находясь на этом новом UV Map, сейчас он выделен, мы снова переходим в Edit Mode и делаем развертку, Unwrap. Вот она у нас по новой развернулась. И теперь мы можем видеть, на одном UV Map у нас вот такая вот картина, на другом UV Map такая картина. Теперь я хочу перепечь на вот этот красивый UV Map второй то, что сделано здесь. Для этого делаем следующие действия. Создаем новую image текстуру. Тут мы создадим новую и добавим ноду UV Map. Вот таким образом. Теперь эту ноду мы подключим сюда. Здесь мы выберем ту мапу, на которую мы будем перепекать. В данном случае это вот эта мапа. Как мы видим, здесь ничего нет. Поэтому создадим новый имидж. Дадим им название, размер. В данном случае берем альфа. Я оставлю по дефолту размер. Скажем ОК. Вот у нас появился имидж, на котором ничего нет. Теперь осталось перепечь текстуру. Для этого заходим в Bake и делаем Bake то, что нам нужно. В данном случае Diffuse Color. Для этого обязательно вот эта текстура должна быть выделена активно. Вот я снял выделение, вот выделите, и она активна. И здесь UV Map тоже должна быть активна. Далее мы идем сюда, переходим в циклы, потому что этот самый Eevee вроде бы не умеет бейкать. Идем на Bake. И выбираем, здесь стоит Combined, но мы зададим в данном случае диффуз, я хочу цвет. И я уберу вот эти галочки Direct, Indirect, оставлю только Color. Изменю здесь этот самый Margin, допустим, на 4. И останется нажать только Bake и подождать, пока оно запечется, что я сейчас и сделаю. Итак, вот результат, который мы получили.
И теперь в данном случае у нас имеется очень даже красивая текстура. Вот она. Теперь, собственно, ненужную UV мэпу можно удалить и не забыть сохранить имидж, иначе он просто пропадет. На этом я заметку закончу. Всем всего доброго.